Я уже давно ношу идею собрать по кусочкам идеальную страну, и от Франции помимо тушеного мяса ей достанется то, насколько рано все открывается. На часах 7:09 и я уже могу купить себе мороженого, свежевыжатого сока и, конечно же, нет, круассаны будут только в 7:15. Город Авиньон — это прям та самая Франция, какой ее себе представляешь, лежа с книжкой на втором этаже дачи в Коченевском районе Новосибирской области. В этом замке осуществлялось авиньонское пленение пап в XIV веке, когда еще никаких железных дорог не было. Сразу за стенами замка шоссе по Пскодворецкой набережной, где, правда, в отличие от Москвы, есть пешеходный светофор, включаемый кнопкой на 10 секунд. Тут же расположен парящий мост Зарядье. Правда, по проекту он был целым, но за один только 17 век обрушивался 5 раз, и в конце концов людям просто надоело его восстанавливать. Большой Ранорецкий мост расположен выше по течению и назван в честь Эдуарда Даладье, премьер-министра Франции до войны и мэра Авиньона, оппозиционного Шарля де Голля после. Прожил Эдуард Даладье 86 лет. Еще Авиньон буквально опутан железными дорогами. Из 100-тысячного города выходит 5 направлений, не считая скоростным. Вокзал Тижеви пришлось строить за городом, и он примыкает к линии из Барселоны в Лион. Так что же из соседнего города Ним я могу добраться домой на прямом поезде всего за 3,5 часа. Могу, но не буду. Это все тоже южное побережье Франции, но от Лазурного берега оно отличается очень сильно. Здесь много лагун, и сейчас мы едем по косе вдоль самой большой из них — озеру То, на котором расположено большое количество устричных ферм. Отрадно русской душе видеть и болото, которое совсем не ожидаешь встретить на Средиземноморье. Дополняет этот прекрасный пейзаж виднеющийся впереди завод по производству цемента. Мне определенно стоит приехать сюда с шоссейным велосипедом и попробовать по-быстрому срезать через болото. Это соленое болото, наверняка в них можно не только утонуть, но и получить химический ожог. Я при планировании маршрута уже даже не смотрел, что здесь, потому что понимал, что в последний день пути мне все равно будет абсолютно все равно, что там происходит за окном. И этот природный парк Нарбонны стал настоящим открытием.
Согласно Сальвадору Дали, вокзал Перпиньяна является центром Вселенной, одновременно ее точной моделью. Он даже украсил его часть и написал одноименную картину. Спустя несколько лет подсчетов и измерений он смог объяснить свое вдохновение тем, что именно в Перпиньяне было завершено семилетнее полевое исследование, проводимое с целью определения эталона метра. А метр — это же не только одна сорокамиллионная часть земного меридиана, но и вес Бога. Тогда никто не посмел сказать ему, что на самом деле это исследование, а именно точное измерение длины тысячекилометровой арки на Парижском меридиане, проводилось между тоже недавно прославившимся Дюнкерком и, тадам, крепостью Манжуек в Барселоне, то есть в 200 километрах дальше. Туда мы и направляемся. Prochain arrêt, Collioure. На последней французской станции поезд отстаивался минут 10. В вагон зашел полицейский и первый раз за всю поездку проверил документы. Причем не только карточку, но и паспорт. Приближаемся к пограничному тоннелю, открытие которого буквально вдохнуло жизнь в эти прежде малонаселенные места. Ведь в Испании используется колея 1668 мм, и по обе стороны были построены огромные грузовые станции для перевалки грузов, что в те времена производилось проще, чем смена тележек. Женщины Сербера, занимавшиеся деликатной работой по перегрузке апельсинов, были первыми женщинами Франции, организовавшими забастовку. Грузовой поток и по сегодняшний день остается внушительным. Mesdames, Messieurs, notre TER arrive en gare. Bon, terminus du train. Assurez-vous de ne rien oublier. Nous espérons que vous avez effectué un agréable voyage et vous souhaitons une bonne fin de journée. А вот огромная испанская пассажирская станция Портбоу свое значение с открытием высокоскоростной линии потеряла. И теперь на вокзале с двумя путями стандартной колеи и четырьмя путями иберийской колеи, кроме Псины в Барселону раз в 2 часа больше нет ничего. Система автоматической смены тележек тальго ржавеет, а люди вместо того, чтобы вечером лечь в ночной поезд, а утром проснуться где нужно, в 5:30 утра встают в аэропорт. Хотя, конечно, с европейскими ценами на ночные поезда, отель, такси и самолет выходят дешевле. Самую обидную историю я прочитал, когда решил выяснить, прав ли был испанский ЧОП, запретивший мне снимать электричку на станции Бланос и рекомендовавший ехать делать это в своей стране. Такой же ЧОП вышвырнул железнодорожного фотографа со станции Граньолас, когда тот пришел проститься с последним ночным поездом «Звезда Коста Браво» в 2015.
Вообще на двух концах континента происходят устрашающие похожие вещи, и переезд из России в Испанию это во многом смена шила на мыло. Например, вот этих уродцев, где внутри ходят здоровенные мужики и ставят синей ручкой галочки на бумажных билетах, я так же, как и ED4M, полюбил далеко не сразу. И когда я захожу в них, у меня всегда возникает диссонанс, потому что внутри внезапно чисто, комфортно и тихо. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extregui l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot portar-ne un altre. Próxima parada, Corea. Por favor, presten atención a la lista. Это объявление было на каталанском, и трюк понять отдельные слова и загуглить тут не сработал. Примерный смысл, как я понял, в том, что некоторые станции не оборудованы подземниками, и для нашей безопасности не стоит переходить пути, когда на платформе стоит поезд, потому что он может закрывать собой встречный поезд. Вообще, этот бесконечный аудиоспам сразу бьет по ушам. Только сейчас понял, что после России ни в одной стране такого не было. Я точно вернулся домой. Конечно же, здесь еще и кондиционер стоит на 16 градусов, так что чуть ли не первый раз за поездку еду в куртке, да еще и мерзну. I miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Propera parada, Massanet de Sants. Correspondència amb línia 2 de Rodalí i serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Massanet de Sants. Correspondencia con línea 2 de Tercamí y servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Историческая область Вальес, расположенная на северо-востоке провинции Барселона, наиболее сильно подверглась промышленной революции. В западном Вальес развивалась текстильная промышленность, ну а в восточном, где мы сейчас находимся, химическая, металлургическая и пищевая. Многие знают про Саграду Фамилию, футбольный клуб Фламенко и Паэлью, но лишь немногие, кто свернул не в тот съезд по дороге в Жирону, обнаружили, что все это оплачивают химические заводы и окутанные странной дымкой города. В городе Граньоллерс есть сразу две расположенные в 1,5 километрах друг от друга железные дороги, и на одной из них расположился вот этот контейнерный терминал барселонского химического завода Едохимикатов. Еще у нас тут есть вот такие прекрасные газгольдеры на фабрике по производству пропана и бутана. Тут же дымит завод, изготовляющий кофе. Всем работникам этих заводов нужно где-то жить, поэтому на окраине Санта-Колома были построены простейшие бетонные коробки, раскрашенные в веселенькие цвета. А поскольку зарплату могут не платить месяцами и что-то надо, бывшие картофельные поля были нарезаны по 6 соток и от фабрик розданы населению, которое своими силами из подручных материалов, порой весьма сомнительного происхождения, возвело хозяйственные постройки и занялось там примитивным душным земледелием по выходным. Благо зимы здесь короткие и мягкие. Первый раз за всю поездку нахожусь на подземной станции. В Барселоне, да и, кстати, в некоторых малых каталонских городах, большинство путей убраны под землю. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Barcelona-Passeig de Gràcia. Ну вот как бы и все. Барселона — город вечного лета и прекрасной архитектуры. Вокзал имени Всех Святых, а рядом расположился парк на месте бывшей текстильной фабрики. Я домой, но с вами не прощаюсь. В следующей серии подведем итоги.